Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о тех продуктах концепции здоровья, которые очень пригодятся и терапевтам, и гастроэнтерологам, потому что мы будем говорить про желудочно-кишечный тракт. А так как это, в общем, достаточно тема объемная, и вообще говоря, наше переваривание зависит очень много во многом от микробиома, от его здоровья, то мы также коснемся темы и противогрибковой терапии и противопаразитарной. Ну, куда от этого мы можем деться. Но все же, я, наверное, начну с основного моего любимого комплекса для желудочно-кишечного тракта, комплекс для ЖКТ, который построен по уникальной технологии. Она, впрочем, в веках известна. Это использование пептидов из куриных желудочков. Из желудочков цыплят. Цыплят даже. Да, то есть даже не взрослых кур. Да. Там больше ферментов. Потому что на самом деле эти пептиды обладают свойствами, естественно, пептидов, да, подобно лечеподобным, в общем-то, из этой серии. И к тому же еще там достаточно много таких природных ферментов, которые очень помогают тем людям, у которых проблемы любого плана с желудком и с желудочно-кишечным трактом в целом. Конечно, комплекс для желудочно-кишечного тракта, единственный его недостаток, это то, что его нужно держать в холодильнике. Потому что вся продукция концепции здоровья является природной. Да. Ну, что еще нужно держать в холодильнике? Только, собственно, комплекс для ЖКТ, наверное, да? Комплекс для ЖКТ мы держим в холодильнике. У нас еще есть пептиды для кожи, но это в основном пептиды, да. Пептиды, да. Ну, вот это лучше держать в холодильнике. Потому что на самом деле, что мне нравится в концепции здоровья, что никаких консервантов, там антислежителей, разрыхлителей, ничего этого нет. Ну, и кладем, да, уже достаточно съели наши пациенты и мы с вами всего этого добра, поэтому мы можем обойтись и без него. Поэтому комплекс для ЖКТ, наверное, самый такой профилирующий, что называется. Черный тмин. Не могу не сказать про черный тмин, который у вас, насколько я знаю, Рамиль, нечто особенное. По сути, это не масло черного тмина и не сам черный тмин. А что это? Это сам черный тмин. То есть это семена черного тмина, а мы создаем давление 50 тонн, отжимаем вот эту вот околоклеточную жидкость, ну, которую все называют, да, масло прямого холодного отжима. Мы его не используем. Мы берем уже оставшуюся муку, создаем атмосферное давление сверхкритические, сводим в ноль. То есть перепады давления, клеточка лопается, и мы уже изнутри клетки берем. А вот действующие вещества внутри клеточной жидкости больше, чем в околоклеточной. И размер частиц меньше. Если в околоклеточной там более 200 нанометров, то внутри клетки от 2 до 20 мы достаем. Достаете из клетки все, что и она попадает, вот вы его под язык налили, и оно уже в крови. То есть оно даже до желудка не доходит. Поэтому если нужно с желудком справляться, то нужно в воде растворить. Вот в этой баночке практически 20 литров? Нет, 25 таких же баночек масла прямого отжима. Это тимохинона в 10 раз больше, а по усвояемости, масло прямого отжима усваивается от 20 до 40% в зависимости от качества семян. А у нас оно усваивается на 99,9, то есть это водомасляная эмульсия. Пьется легче. Клеточная жидкость полностью растворяется в воде, пьется она легче намного, но если ее добавить в воду и выпить, тогда она работает для желудка. Ах, вот как. Да. То есть она работает, в принципе, сразу в кровеносное русло поступают, да, все действующие вещества. Но известно действие черного тмина, тимохинона в частности, как ингибитора перекисного окисления, но мы с вами будем говорить об его выраженном желчегонном эффекте и выраженном спазмолитическом эффекте, потому что на самом деле очень много патологий желудочно-кишечного тракта связано именно с нарушениями перистальтики и так дальше. Черный тмин здесь, конечно же, в хорошей форме, тем более он незаменим. Не могу не сказать про функциональный комплекс с меланином. Это вообще, ну, как бы сказать, все продукты с меланином, концепция здоровья, это универсальные продукты, которые можно использовать не только как антиоксиданты, как антиагреганты, но и как восстановители, по сути, любых тканей и органов и систем. Там более 18 аминокислот, это вытяжка аминокислот из моллюсков и ракообразных, глубоководных антарктических. То есть на глубине более 5000 метров, от 5 до 7000 метров. Да, достаем этих моллюсков и производим эту вытяжку. Ну, наверное, нужно четко понимать,
тем, кто обладает, да, не повезло, да, обладает аномальными реакциями гиперчувствительности третьего типа, например, на моллюсков и ракообразных, на их белки. Наверное, функциональный комплекс меланинов следует заменить на растительный меланин, там, скажем, из чаги и гречихи, отдельно от, соответственно, аминокислот. Хотя это аминокислоты, казалось бы, да, это мельчайшие кирпичики, из которых строится, собственно, белок, но тем не менее я бы не советовала, как иммунодиетолог, да, использовать при явной реакции на ракообразных и устрицы, там, скажем, моллюски, да, остальные, вот этот функциональный комплекс. Всем остальным он прекрасно поможет, именно как разгрузка желудочно-кишечного тракта в критических состояниях, когда нужно получить чистый белок, избегая всех иммунных реакций. Наша иммунная система реагирует на то, что мы едим. Коллаген мы с вами обязательно возьмем, потому что нам нужно латать кишечную стенку в большинстве случаев. Коллаген и кремний – мое любимое сочетание, так как я занимаюсь, по сути, иммунодиетологией, и это святая святых, да, это, собственно, выстраивание здоровой желудочно-кишечной стенки, сверху выстраивание с трудом, с большим, микробиотической пленки, сейчас мы как раз об этом и поговорим, и коллаген, и кремний, который в концепции здоровья атомарный кремний, прекрасно встраивается в метаболизм, и микрокристаллический коллаген, который сделан не методом уксусного гидролиза, мы об этом неоднократно уже говорили, поэтому останавливаться на этом более подробно не будем, но эта пара действительно прекрасно работает в программах 5R, 4R, 5R, для того, чтобы восстановить святая святых, восстановить полупроницаемый желудочно-кишечный, по сути, барьер, ну, кишечный барьер он называется. Но если уж мы будем говорить о паразитах, о грибках, которые не дают жизни нашим симбионтам, то у вас тоже есть и неплохие средства, я бы сказала, даже лучшие, может быть, в своем классе. Например, кандидосупрессор. Это то, что против грибков. То, что содержит единственный российский препарат, который содержит вместе с растительными антимикотиками, содержит еще и специфические ферменты, разрушающие целлюлозную, очень часто, оболочку грибков. Это не только кандида, на самом деле. Нас осаждают множество грибков, и плесневые, актиномицеты, микромицеты, в общем, их целая толпа. Но кандида, наверное, наиболее, так сказать, на слуху, и действительно синдром избыточного дрожжевого роста у нас практически повсеместно. И в любых развитых странах ситуация такая же. Утренние обложенные язычки, изжога, избыток кислоты, продуцируемой грибками, вздутие, газы без запаха, что очень важный вообще на самом деле момент, отечность, инсулинорезистентность, избыточный вес, безумная тяга к сладкому, к спиртному, к различным продуктам, субстратам брожения, боли слева под ребрами, да, никто почему-то не ищет в дистальном отделе пищевода кандидные колонии, а стоило бы. Ну и так дальше по списку. Естественно, грибковое поражение кожи, ногтей. Это, конечно, не кандида, хотя есть форма кандиды, которая даже и наружные, так сказать, и ногти даже поражает. И как с ними бороться? Просто химические антимикотики не работают, это давно уже доказано. Ни дифлюкан, ни микосист отдельно не будет работать. И траконазол, на который мы раньше рассчитывали, тоже не работает. Нужны растительные антимикотики, которые можно применять долго на фоне противодрожжевого протокола. И что касается кандидосупрессоров, здесь классика жанра. Я могу, собственно, показать, как это выглядит. Вот такие два пакета. Разработка именно наша. И они доступны. Что я хочу сказать, что здесь важно, здесь и ферменты, и антимикотики. Здесь черный тмин, насколько я помню, да? Что мы здесь Черный орех. Черный орех. Ну, здесь вот в двух пакетах эквивалент более 100 килограммов растений. Ой, даже 100 килограммов? Да. Ой. Душица, насколько я помню. Ну, в общем, здесь неплохой сам антимикотический состав. Но важно-то даже не это. Потому что все антимикотики примерно, они на одних и тех же базируются растениях. Но здесь важно вот эти вот ферменты. Серопептаза, кандидаза, целлюлаза.
Да, ну, кандидаза это название, да, ферментного препарата, кандизима кандидаза, который сейчас, в общем, мало доступны. Здесь целлулаза, что важно, мы не умеем переваривать дрова, к сожалению. И кандида очень часто этим пользуется и прячется в такой, ну, как целлулозный домик. Да, и вот мы ее, соответственно, берем именно этими препаратами. Если сопутствующие заболевания, гельминты, да, паразитарные инвазии, то есть противопаразитарный сбор, который вы также со своими учеными высоколобыми прорабатывали достаточно долго, насколько я Да, помню. любая антипаразитарка это удар по печени. У нас антипаразитарка это защита печени. Вы даже хотели перистальтику включает. назвать ее гепатопротектором, насколько да, я хотели. помню. Но так как все-таки основное ее действие это изгнание паразитов. Изгнание, но не убийство их внутри. Это важный верно. момент. Зачем еще нагружать печень? Вот. А здесь 60 килограммов травы. То есть мы из 1 килограмма получаем всего 1 грамм наноэкстракта. То есть это действующее вещество. Размер частиц от 2 до 20 нанометров. Да. То есть очень маленькая. Она и состав проникает, интересный. Состав проникает интересный. вообще просто глубоко и очень быстро. И против личинок и яиц гельминтов тоже работает. Абсолютно верно. Очень мало, на самом деле, средств, которые работают против яиц гельминтов. На самом деле, это средство помогает создать невыносимую для паразитов среду. Это важно. То есть, измени среду, в которой любят жить твои враги, и, собственно, они жить там не будут. Да, вот здесь посмотрите, какой состав. Мне очень нравится синергичное действие растительных препаратов. Полынь, пижма, крушина, кориандр, чистотел, имбирь, чайное дерево, лаванда, алтей, базилик, ромашка, сумах. Вот травники меня поймут. Я когда читаю состав препаратов ваших, честно говоря, у меня, знаете, вот какой-то, ну, как будто я хожу по музею, потому что грамотные травяные формулы, грамотные растительные формулы, грамотные растительные купажи. То есть понятно, как человек мыслит, да, составляя эти купажи, четко выверяя синергичное действие. Дело в том, что он не просто травник у нас, он еще и ученый. То есть насколько я знаю, ему много лет. За 80. Старая школа. Старая школа. Но все, что он знает по травам, да, что изучал в своих академиях, он применил все свои знания в этом, но он еще, как говорится, научный подход сюда подвел, потому что там не только эти травы, которые вы говорите. Каждый паразит это своя длина волны. И там запись длины волны, которая противоречит этим паразитам. То есть это еще и биорезонансная терапия. Да, это отчасти, все равно, да? что вот у вас в спальне поставить барабаны, и пока кто-то играет, вы пытаетесь уснуть. Там такая длина волны создается, что паразитам просто невыносимо. Помимо горечи тех трав, которые там присутствуют. Да, мы можем считывать длину волны с растений и записывать ее сверху на продукт. Вот так. Не могу обойти вниманием детокс для очищения кишечника, программа для очищения кишечника и алкодетокс. И, насколько я помню, алкодетокс это по сути восстановление печени. Да. Как главной пищеварительной железы, так на секунду. Да, там в общем все, что превращается из еды, получается алко и глюкоза. Вот алко превращается в уксус, он как раз нейтрализует этот уксус. Алкодетокс, вот он. Здесь активируется работа выделительных систем и, по сути, не только действие на печень. Вот у алкодетокса есть еще действие на сердечно-сосудистую систему, что я, наверное, должна была сказать, когда мы с вами обсуждали сердце. Да. Надо не забывать, что на самом деле нет нормальной сердечной деятельности без здоровой печени. И вот алкодетокс, он как раз работает именно так. Здесь лимонник китайский, семена черного тмина, гинко белоба, базилик, лавр, женьшень, тысячелистник, чистотел, семена тыквы, красный корень, корень бадана. То есть интересная травяная формула, и подчеркну, это именно наноэкстракты. И, наверное, не обойду вниманием такой препарат, такой продукт, как жиросжигатель. Раньше, наверное, лет, наверное, так 35 назад я бы начала с него, да? Не понимаю вообще, как работает на самом деле восстановление метаболизма. Но жиросжигатель до сих пор привлекает своим названием.
тех людей, которые хотят решить свои метаболические проблемы. Жиросжигатель давно у вас в линейке? Порядка 2 лет. Его используют спортсмены при сушке. Вот как. Да. Вот это самая знаменитая сушка спортсменов, которую я так не люблю, как иммунодиетолог. Понятно. Да, но здесь по-другому он сушит. То есть это необычная сушка, он расщепляет эти жиры. А в них закапсулированы токсины яды. Поэтому, да, это еще надо вывести, да. Это нужно вывести, и алкодетокс, жиросжигатель, это не то, что выпил, лежишь на диване и жир потек. Нет, тут нужен спорт. Понятно. Но в любом случае нужен спорт, и нужно движение. Но состав тоже интересный. Ливзея, зеленый кофе, корица, имбирь, грейпфрут, мускатный орех, ваниль. Я не взяла, чтобы показать вам набор жидких специй, которые я тоже считаю прекрасно работает для желудочно-кишечного тракта. Да. Причем в маленьком таком достаточно флакончике буквально нужно 1 каплю для того, чтобы восстановить текучесть крови, например, которая нарушается после достаточно долгого приема кофе, да и крепкого чая тоже. Там так же, как в черном тмине, да, допустим, из куркумы мы достаем только куркумин. Причем вот из как. внутриклеточной жидкости. И поэтому вот этот маленький флакончик в 30 мл, это опять же эквивалент 30-40 килограммов специй. Но он очень активный. А вот монетные столбики, кровь когда собирается, он их разгоняет мгновенно. То есть восстанавливание реологии крови. Причем могу сказать, что я наблюдала эту картину под микроскопом, и это реально работает. Кстати, если вы, коллеги, не используете еще пока работу с микроскопом, с обычным, школьным даже, то совершенно напрасно, потому что на самом деле кровь всегда реагирует на то, что вы прописываете пациенту. Поэтому тренируйтесь на себе, потом уже на пациентах, естественно. Но хочу сказать, что жидкие специи рабочая формула, и нужно буквально 1 каплю, ну, если вы, предположим, заедлый кофемат, что я вам, конечно, как иммунодиетолог не рекомендую. Ну и вернемся к коллагену и кремнию. Восстановление кишечной стенки после любой программы детокса я бы вам рекомендовала. Да, потому что паразиты замещают собой ткани. И замещают собой ткани, и дырявят наш несчастный кишечник. Дырявят. Те же самые дрожжи своими гифами. Сначала псевдомицелии выпускают, потом еще и гифы. В общем, нашему кишечнику не поздоровилось. Но в любом случае микрокристаллический коллаген и кремний, причем атомарный кремний, здесь помогают. Быстро наращивается именно соединительная тканная основа для улучшения, так сказать, наш кишечник должен быть полупроницаем, да, не полностью проницаем, как он сейчас, в общем, дырявый кишечник. Уже договорились до того, что кишечник дырявый, и, в общем-то, сложно с этим не согласиться, потому что он действительно напоминает дырявое решето собственно, по своей основе. Сейчас настолько выраженное системное воспаление, именно вот гастроэнтерологи с этим сталкиваются, что кишечник уже не является барьером, к сожалению. И вал ксенобиотиков, вирусных белков, бактериальных белков, недопереваренных пищевых белков попадает в святая святых кровь, вызывая жесточайшую иммунную реакцию. Нашей иммунной системе приходится, по сути, сражаться с пептидами, да, которые, в общем, должны были бы являться некой пищей, да, для дальнейшей клетки. Но получается, что идет такой массированный иммунный ответ, если пища, например, недостаточно хорошо переваривается, и пептид, недопереваренный до аминокислоты, белок попадает в кровь. Большая проблема, которая сугубо иммунодиетологическая, но тем не менее сбрасывать со счетов ее нельзя. Конечно, мы должны, наверное, с вами поговорить про пребиотик, который вы выпустили, по-моему, сравнительно недавно, насколько я так знаю. Пребиотик мы выпустили тогда же, когда и кандида супрессор. Ага, то есть год или 1,5 года назад. 2 года назад. 2 года назад. 2 года назад. Угу. Пребиотик вообще интересный. Мне на самом деле он нравится. Единственное, что... Наш ученый сказал, что он идет в питание только нашей симбионтной флоры. Больше никто его в организме не ест. Безусловно. Он и выпущен так, чтобы подпитывать симбионтную флору. Как, в общем, любой пребиотик хороший. Это не пробиотик, это не живые штаммы бактерий, это питание для них. Здесь полисахариды, водорослей и грибов. И, соответственно, ну, как бы сказать, в доступной для нашей флоры формы. Опять же, размере частиц. Ага, здесь тоже есть хитрости в производстве его.
Да, конечно. Это все то же самое. Наноэкстракт, по сути. Наноэкстракт. Ну, питание на клеточном уровне. По сути, так. Бактериям это как разжеванная еда уже. Ну да. И они быстро наращивают микробиотическую пленку, и им нужно иметь возможность быстро построить свои города. Потому что на самом деле Вместе со смесью корней это происходит гораздо смесь быстрее. корней. Вот, кстати, смесь корней. Пребиотик сам по себе хорош. Что же касается еще одного препарата, который есть у концепции здоровья. Смесь корней ячменя и пшеницы. Повторимся, наверное, но это важный момент, что глютена там нет. Поэтому не бойтесь, пожалуйста, этого препарата. Как бы сказать, это совершенно еда. И, кстати, он это недорогой. на 7-м дне проращивания. То есть там сформировавшийся корень и пошел стебелек. Почему называется смесь корней? Потому что корней там, в несколько десятков раз больше, чем зелень. Но хлорофилл там тоже присутствует, запускает действие перистальтику, желчно стимулирует. Вот. И там очень много клетчатки, именно силосной клетчатки. Это как лакомство для наших бактерий. Есть у нас такие, вот. да. И там же резистентный крахмал. Резистентный крахмал тоже является питанием симбионтной флоры. Это как первое, второе, вместе с пребиотиком и третье. И компот. И компот. Но в любом случае, наша задача улучшить перистальтику, улучшить желчеотделение, залатать наш дырявый кишечник, убрать паразитов, убрать излишнее количество грибков, восстановить и поддержать печень. И, в принципе, мы все это с вами делаем препаратами концепции здоровья. По сути, их можно назвать клеточным питанием. Это не БАДы, это не лекарства. Это что-то нового поколения с дополнительно... Это растительные купажи, так, да, если и по-русски. как я повторяюсь, да, это совершенно новое поколение, ему более 60 лет. Этим всем разработкам уже много лет. Давайте уже освоим то, что наши ученые создали для нас, для нашего здоровья. Это все нам доступно, это все нам полезно, и это все абсолютно биосовместимо, что важно. Но, впрочем, мы не будем долго останавливаться на свойствах продукта, потому что на самом деле каждый врач может четко абсолютно испробовать это прежде всего на себе и на своих пациентах. Что мне нравится в концепции здоровья и в их препаратах. Работают быстро. С первой ложки. До новых встреч. До свидания.